называется Хакоты, это супергайд по игре Crusader Kings 3. В этом гайде вы узнаете о том, как захватить 4 империи за первую жизнь, а также иметь шанс создать Славию, объединив славян. Итак, начав новую игру, выберите нужное вам государство, создайте собственного правителя, настройте его внешность и по желанию добавьте высокий рост. Высокий рост позволит вам понимать со 100% вероятностью, ваше дитя или нет. Внешность и все остальное выбирайте по собственному предпочтению, кроме следующего. Чтобы уложиться в 400 очков, при этом создать сильную кровь в начале игры, вам необходимо выбрать гениальность, крепкое тело, миловидность, выкрутить возраст на 0, а также открутить вниз некоторые параметры, пока не выйдет нужное количество баллов. Создав персонажа, убедитесь, что включена железная воля, включены достижения. Начав игру, издаем указ о том, какие мы крутые. На протяжении поколений наша династия славила силой к своей крови. Дух, красота и дел. Все эти незаразливо связаны с империей Давангальд. С именем Давангальд. Вот. Мое собственное совершенство лишь подтверждает это. Все людские качества династии соединились в одном идеальном индивиде. Мое имя и мои дары продолжат жить в моих потемках еще многие века. Захватываем Грасс, для этого кликаем на флажок сбора войск, переносим его ближе к вражеской столице, объявляем войну, удерживая Ctrl, нажимаем на собрать все войска. Распространяем нашу культуру и религию, а также ищем себе талантливых придворных через браки. Можно помочь советнику увеличить свой основной навык через помощь супруга. Для этого нужно найти ему супруга с высокими показателями его основного навыка и даровать ему землю. Если вы играете за Новгород, то вы можете пригласить ко двору очень мощного военачальника Рюрика Смутьяна. Для этого можно пригласить ко двору его сына. Также вы можете зачастую бесплатно пригласить ко двору новых придворных за счет решения искать врача. Для того, чтобы получить хорошее образование, назначаем придворного наставника с отличной пригодностью, а также получаем образование у скандинавского персонажа со сменной культурой, с высокой ученостью и благородными чертами личности. Фокус образования выбираем ученость. А теперь о наших целях. За первую нашу с вами жизнь мы захватим с вами 4 империи. Это будет Византийская империя, Арабская, Хазарская и Кыргызский каганат. Если мы будем прям совсем крутыми, то мы сможем с вами еще создать регион Славия. Чтобы вытворить эти планы в явь за одну жизнь, нам с вами необходимо накопить примерно 8-10 тысяч благочестия к 45 годам. Примерно 2500 благочестия идет на реформирование конфессии. 6000 мы потратим на покупку претензий на 3 империи. Четвертую империю именно племенного типа мы захватим войной на покорение, это будет Кыргызский каганат. Цель образования. Когда персонаж достигает совершеннолетия, первым делом открываем золотые обязательства. Это поможет нашей казне. Затем мы открываем полностью ветку учености, параллельно стараясь как можно скорее стать идеологом нашей культуры. Затем открываем пророка, после чего сразу уходим на похищение ветки интриг. Как можно быстрее открыв похищение, открываем полностью всю ветку медицины, что поможет нам прожить довольно долго. Продлить жизнь также могут артефакты, события на пирах, домашние животные и иные случайные события. Во время взросления, получив скандинавскую культуру, получаем доступ к вигманам, которые лучше обычных лучников. Кроме того, мы можем основать столицу Руси, которая будет варяжской столицей с приличными бонусами к развитию. Также вам открываются дополнительные ветки развития династии. Для реализации нашей главной цели до 45 лет наша главная задача захватить 3 священных места своей конфессии, попутно расширяя свои владения и тем самым увеличивая нашу военную мощь, которая пригодится для покорения целых империй. Мы сформируем могучее королевство, попутно накапливая нужное нам благочестие. Без реформации конфессий захватывать империи нельзя, так как они будут крайне нестабильными. В нашем случае для реформации мы будем обладать Новгородом, Киевом и Брыладом. Брылад нам необходим, чтобы в нашем дипломатическом радиусе оказалась Арабская империя. Имейте в виду, что купить все титулы желаемых королевств можно только до того, как мы сами стали королевством, и империи до того, как вы стали империей. После того, как вы станете императором, таким способом вы сможете покупать титул только на герцогство. Постепенно расширяя свои территории, следите за дебафом наступательной войны. После каждой войны рекомендую отправляться грабить те государства и конфессии, которые грабили вас ранее. Ваша главная задача будет их столица и сражение с их войсками. Взяв разграблением столицу, вы сможете взять в плен наследника или иных ценных для недоброжелателей персонажей, выкупив которых вы улучшите состояние вашей казны. Однако важнее всего для вас является сражение с войсками иной конфессии. За каждую победу в подобных сражениях, чем они масштабнее, тем больше вы получите прямого значения благочестия, которого, напомню, нам нужно накопить 10 тысяч к 45 годам. Помощь союзникам иной конфессии также является хорошим способом накопить благочестие, так как сражаются они обычно с войсками не нашей конфессии. Накопить благочестие также поможет установка рунных камней, событий на пирах и паломничества в святые места. Также порой возникают разные случайные события, в которых ваш выбор должен склоняться в пользу благочестия. Очень многое в военном ремесле вы будете открывать для себя сами. В данный момент я заострю ваше внимание на самом важном. Сбалансируйте ваше профессиональное войско, чтобы в любых условиях вашей армии было что применить. Следите за провиантом вашей армии. Разные области имеют разное значение максимального количества припасов. Если ваших войск больше, чем это значение, то войска начнут терять припасы. Когда припасы закончатся, войска начнут умирать от голода.
Нажимая клавишу F, вы можете разделять ваши войска, а затем распределять их в провинциях под вашим контролем, с целью восполнить их припасы. Замедлить траты припасов в большом войске поможет командир с навыком логист. Следите за передвижениями ваших войск на вражеской территории. Если вы видите на пути их движения красные черепа, это значит, когда они придут в эту область, они понесут небоевые потери. Значительно снизить эти потери может помочь командир с навыком разбой. На время прохода по таким местам можно временно менять командира на того, кто обладает навыками логиста и разбойника. Когда вы берете в осаду замок, значительно ускорить захват помогут осадные орудия и командир с навыком военной инженерии. Если противник стоит за рекой, постарайтесь обойти его, а не нападать в лоб. Это значительно увеличит ваши шансы на победу. Поможет в обходе зажатая клавиша Shift плюс клик на нужные вам направления движения. Тоже относится и к тайге. Это также значит, что если вы обороняете переправу через реку и при этом удерживаете тайгу, при наличии опытного командира можете победить превосходящие силы врага. Для этого назначайте очень слабого командира и в момент, когда противник уже не может свернуть, назначайте самого сильного и умелого. Когда вы берете в плен во время боя или иным образом вражеского военного лидера, вы моментально побеждаете в войне. Не затягивайте ваши войны. Перед началом войны постарайтесь продумать, как ее выиграть максимально быстро, чтобы не копить штраф наступательной войны. Наемников можно в любой момент распустить и моментально собрать в любом другом месте под вашим контролем на карте через меню наемников. Чтобы быстро и недорого переправлять свои войска через море и иметь возможность плавать по рекам, изучите драккары, распространив свою культуру в скандинавских областях. Взяв под контроль Константинополь, не делайте его своей столицей, перенесите ее обратно в ваш изначальный город. Во время мятежей, когда целью мятежников является ваша столица, в самый крайний момент вы можете потребовать Константинополь в решениях и таким образом перенести свою столицу во время войны. Сам Константинополь имеет смысл развивать в направлении укреплений и фортификаций. Одновременно с развитием государства нам нужно позаботиться о будущем нашей династии. Нам необходимо найти себе супругу со свойством гениальность или амазонка. Это позволит нам с большей уверенностью понимать, наше дитя или нет. Если у вас и у вашей жены есть гениальность, то ваш ребенок из-за сильной крови 100% унаследует от вас гениальность. И если у вашей жены свойство амазонка, то у ваших детей может быть или смешанное свойство рангом ниже, или в лучшем случае гениальность плюс Геракл. Свойство Геракл дает огромный бонус к здоровью, а следовательно и к продолжительности жизни вашего наследника. Настоятельно рекомендую лишать всех ваших наследников наследства, кроме одного. Чтобы в случае смерти все ваши титулы пришли к одному вашему ребенку, сохранив тем самым целостность государства. Найти жену-амазонку или гениальную жену можно при помощи клавиши C. Нажав ее, откроется список персонажей со всего мира. Установите фильтр на всех, сделайте сортировку по нужному вам свойству и поиск в радиусе взаимодействий. Вы можете сохранить нужные настройки в фильтр. По мере игры регулярно проверяйте этот список, пока не найдете подходящую кандидатуру. Гениальная девица часто рождается у Дира Чужого, что правит Киевом в начале игры. Династию рекомендую развивать следующим образом. Первым делом откройте голубую кровь, близкое родство и сильную кровь в ветке крови. Чем раньше вы укрепите вашу кровь, тем раньше начнет рождаться сильное поколение. Затем имеет смысл открыть традиции оруженосцев ветки войны. Это снизит вероятность гибели или ранения представителей вашей династии во время их участия в военных действиях. Затем имеет смысл открыть достойную старость в ветке родства и семейные связи в ветке коварства. Достойная старость позволит вам быть в преклонном возрасте героями из древних легенд, сохранив рассудок в добром здравии. А семейные связи, помимо множества иных преимуществ, упростят вассализацию соседних государств и снизят вероятность отведать утку с сюрпризом. Приняв на время скандинавскую культуру, можно открыть довольно полезные ветки авантюризма и приключений. Если вы создавали персонажа с высоким ростом и хотите закрепить это свойство в вашей династии, то спустя несколько поколений можете устраивать династические браки двух представителей вашей династии с дальним родством, унаследовавших ген роста. В этом случае их дети со 100% вероятностью унаследуют этот ген, если эти персонажи были друг другу верны. Устраивать брак со слишком близким родством не рекомендуется. Приняв обратно после скандинавского образования нашу местную культуру, благодаря учености, а также развитию нашей столицы благодаря статусу варяжской столицы, мы можем довольно быстро развивать нашу культуру, если являемся ее культурным идеологом. Рекомендуется к вашему совершеннолетию обеспечить себе статус культурного идеолога. Для этого вашего государства под контролем должно быть больше всех графств вашей культуры по сравнению с другими государствами. В инновациях рекомендую открывать тренировочный плац, мод, чередование культур и казармы и в следующих разделах инноваций в подобном ключе. Тренировочный плац увеличит количество ячеек профессиональных войск и их объем. Мод повышает лимиты улучшения замков, чередование культуры и казарм открывает все экономические и военные постройки соответственно. Открытие в духе равного раздела нас не очень интересует, потому что мы вручную лишаем наследства всех детей, кроме одного, предопределенного нами.
Лично открывать в этом направлении имеет смысл примагнитуру в 4 разделе инноваций. Она позволяет уже на законодательном уровне передавать все свои титулы только одному наследнику, что лишает необходимости тратить признание династии на лишение наследства всех младших по отношению к выбранному наследнику. Ускорить распространение вашей культуры поможет инновация расселения на восток в 3 разделе инноваций. Чтобы ее открыть, вам будет необходимо распространить вашу культуру в 8 графствах региона Восточная Германия. Традиции толпы каждый выбирает себе сам. Выделю только те, что по душе мне. Во-первых, это жизненные ценности, которые я хочу привить своему народу. Справедливость и выдержка. Затем традиция трудолюбия помогает нашей культуре раз в год получать 25 единиц прогресса развития области каждый раз, как возводится одно новое сооружение. Кроме этого, отметил для себя традиции «русские не сдаются», иначе называемое «встань и бейся». Уважение к ветеранам и культурный столб «стойкость», который компенсирует штраф от традиции «встань и бейся». Кроме того, военные традиции выставляю на равенство, что позволяет девам щита при желании стать бок о бок со своими мужьями на страже своих земель. С добавлением механики гибридизации культуры периодически возникает проблема, когда соседняя с вами культура гибридизируется с вашей, что переписывает приличную часть земель вашей культуры на другую, что в общей сложности ослабляет ваш культурный прогресс и отбрасывает ваше развитие на несколько веков назад. Если вы не хотите допускать подобной гибридизации с соседними культурами, то, будучи империей, не выдавайте титул короля в соседствующих с вашей культурой землях. Среди ботов и гибридизируют культуры только короли. Если в вашем государстве есть глава другой династии в роли вашего вассала, то вы можете отредактировать эту династию так, как пожелаете. Помимо этого, вы можете переименовывать своих внуков и внучек, рожденных в уверенных вами вашим потомку землях. Также в любой момент вы можете зайти в цирюльню, где можете настроить внешний вид вашего персонажа или его близкого окружения. Однако вернемся к нашей основной цели. Накопив нужное количество благочестия, максимум к 45 годам приступаем к реформации конфессии. Для того, чтобы конфессия способствовала максимальному влиянию на стабильность государства и вашей династии, выбираем плюрализм, адаптацию, равенство полов, консортов наложниц и милостыню смирений. Все остальное на ваш выбор. После этого приступаем к подготовке по захвату империй. Перед тем, как покупать претензии на империи, подготовьте ваши войска. С того момента, как вы захватите первую империю, времени на передышку у вас не будет. Ваши силы будут беспокоить восстание и захват последующих империй. Как только войска подготовлены, покупайте претензии на 3 империи – хазарскую, византийскую и арабскую. Кыргызский каганат будем завоевывать войной на покорение. Для того, чтобы это стало возможно, необходимо захватить земли, вплотную прилегающие к этому каганату. Процесс завоевания оставляю на ваш игровой опыт. Отмечу только некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и методами их решения. Самая главная проблема – это восстание. Во время первой жизни у нас нет времени подавлять восстание. По этой причине распускайте вражеские фракции внутри государства, даруя всех этих вассалов лояльному вам королю вашей империи. Тем не менее, затрону тему восстаний поподробнее. Подавить можно любое восстание, даже если у вас 50 тысяч воинов, а у восставших 1 миллион. Если против вас боты, то можно подавить любое восстание. Важно лишь понимать ключевые особенности того или иного восстания и не позволять мятежникам брать цель войны, которая может являться ваша столица или определенные территории. При крупном восстании в первую очередь захватите хотя бы несколько слабо укрепленных замков восставших, потому что буквально за мгновение противник возьмет предел процентов по захваченным территориям. Помимо этого, недавно этот процент расширили со 100% до 150%. Это значит, что нам также будет необходимо заключить в тюрьму наследника военного лидера мятежа. Если взять в плен наследника изменника вышло, то это автоматически даст нам плюс 50% к процентам победы. В сверхкрупных восстаниях, если вышло выполнить все предыдущие пункты, имеет смысл попробовать взять в бою в плен военного лидера восстания. Если это выйдет, вы автоматически победите и подавите мятеж. В противном случае удерживайте цель войны. В этом случае время будет на вашей стороне. По возможности, захватывайте земли мятежников до упора в 150%. Это гарантирует вашу победу. Однако победа, как правило, в сверхкрупных восстаниях занимает десятилетия. В будущем раскулачивайте всех этих вассалов и правильно назначайте все титулы представителям вашей династии. Это позволит вам при желании забирать и отдавать титулы без тирании, благодаря опции заявить права на титул, а также законно заключать в тюрьму наследников-изменников при помощи отвержения. Минимизирует восстание и не допустит свержения царской династии по сценарию Романовых. По мере развития персонажа мы открыли похищение. Параллельно с захватом всех империй, после захвата самой первой, вы можете начать похищать первых наследников разных королевств. После похищения вербуйте его, обращая в вашу конфессию, и даруйте ему титул королевства вашей империи.
Завербовать можно только совершеннолетнего персонажа. Следите за тем, чтобы он не уничтожил дарованный ему титул королевства. Таким образом, разные королевства будут входить в состав вашей империи без войны, параллельно завоеванием. Обязательно обращайте ваших вассалов в вашу реформированную конфессию. Это приведет к тому, что их земля, которой они правят, сама по себе постепенно будет обращаться в вашу религию. А в долгосрочной перспективе эти церковные владения начнут приносить колоссальную прибыль в вашу казну, вплоть до 1000 золотых в месяц, благодаря огромному количеству территорий. Дальше все в ваших руках. За время игры вы сможете сделать для себя еще уйму открытий. Подходите к игре так, словно вы находитесь на месте главного героя. Проецируйте личность в свою игру и вершите историю своей династии. Ты же царь, Приведи свою прическу в порядок.